Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить просто. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом вкуснейшего печенья с ореховой начинкой. Песочное тесто готовится очень быстро. Главное точно соблюдать рецепт и некоторые тонкости приготовления. Выпечка получается по-домашнему вкусная, в меру сладкая и красивого золотистого румяного цвета. Для приготовления нам понадобится одно яйцо, 70 грамм сахара, ванильный сахар 1 чайная ложка, щепотка соли, сметана 150 грамм, сливочное масло 100 грамм, чайная ложка разрыхлителя и 300 грамм муки. Для начинки я взяла молотый грецкий орех, сахар и корицу. Начнем с приготовления теста. В миску высыпаем 70 грамм сахара. Это примерно 3 столовые ложки с небольшой горкой. Добавляем одно яйцо, чайную ложку ванильного сахара, щепотку соли и хорошенько перемешиваем до однородности. Теперь добавляем 100 грамм мягкого сливочного масла, 150 грамм сметаны, жирность не имеет значения. Хорошенько перемешиваем до однородности. Постепенно вводим муку и разрыхлитель. Замешиваем мягкое, слегка липковатое тесто. Сначала с помощью лопатки, затем руками. Переносим на рабочую поверхность, чуть вымешиваем, чтобы тесто держалось одним комочком. Оно получается слегка липковатым. Заматываем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 минут, чтобы оно остыло. Пока приготовим начинку. В чашу блендера высыпаем примерно 60 грамм грецких орехов. Добавляем 2-3 столовые ложки сахара и пол чайной ложки корицы. Все взбиваем однородную массу. Пропорции примерные, так как у всех разные вкусы и предпочтения. Пробуем на вкус. Если нужно, добавляем сахар. Достаем тесто из холодильника. Делим его на 20 равных частей. Каждую часть подкатываем в шарик. Берем по одному шарику и раскатываем в круг диаметром примерно 15 сантиметров, можно чуть меньше. Если нужно, стол и тесто припыляйте мукой. С одной стороны, доходя до половины теста, делаем надрезы. Примерно 8-10 надрезов. На другую половину выкладываем чайную ложку с горкой начинки. Защипываем. Теперь начинаем закручивать. Обратите внимание, что я середину не трогаю. Она у нас выпуклая, а вот края теста должны плотно прилегать друг к другу, так как это повлияет на форму печенья. Вот такую заготовку имеем в итоге. Кладем на противень швом вниз. Начинку в этом печенье можно менять. Творог, повидло, изюм с орехами. Все то, что любят в вашей семье. Если есть еще идеи для начинок, пишите в комментариях. Всегда рада вашим советам. Выкладываем на противень, засланный пергаментной бумагой, швом вниз, на небольшом расстоянии друг от друга. Так как в тесте есть разрыхлитель, печенье при выпечке чуть увеличится в размере. При желании можно смазать желтком. Выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 20 минут. Когда печенье подрумянится, достаем его из духовки. Даем остыть, выкладываем на блюдо и сверху посыпаем сахарной пудрой. Зовем всех к чаю. Печенье получается рассыпчатое, не забитое, отлично пропеченное, с превосходным ванильно-ореховым вкусом и ароматом. Друзья, готовьте вместе со мной, готовьте в удовольствие эту вкусную домашнюю выпечку. Если вы хотите сохранить рецепт, жмите лайк. Мне приятно, что вы со мной, пишите свои отзывы и задаете вопросы в комментариях. Если вы еще не подписаны на мой канал, непременно подпишитесь и не забудьте нажать на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.